Привет! Сегодня снимаю для вас распаковочку. С вами вместе посмотрим, что мне пришло. И, соответственно, это у нас новиночки. В любом случае, всегда стараемся по новиночкам пройтись, посмотреть. Сначала предварительно, это по сути у нас анонс. Анонс будущих обзоров, которые в ближайшее время выйдут. Ну и, само собой, я смотрю, что пришло, вам анонсирую, потом тестирую, снимаю более подробно. В общем и целом, если еще не подписаны, то подписывайтесь, будет интересно. Само собой будут появляться и другие новинки. И у нас здесь новиночка от компании Ganza. Ganza делает крутые мультитулы и теперь должны быть еще круче. Новиночка от Феникса, это такой многофункциональный фонарь. Прикольная тоже должна быть модель сама по себе. Ну, само собой, надо будет протестировать. У нее тут очень много всяких разных крутых режимов. То есть мы что видим, да? Что ну прям всего полно. Это надо будет разбираться, само собой. Да, у меня это все от официалов, от ООО Avant Market. И, само собой, так как это у нас все от официалов, то, в общем и целом, это у нас с гарантией идет. Соответственно, если что, у меня все это пробивается и так далее. Это все у меня гарантийное. Ну и давайте посмотрим, и прошу прощения. Давайте посмотрим сначала на мультитул Roxxon. Вот такой вот интересный должен быть мультитульчик от компании Roxxon. Сейчас, соответственно, распакуем и посмотрим. Так. Есть компактный тул. И, в общем и целом, легко раскрывается за счет того, что вот таким движением, да, не надо ничего ногтями подцеплять, это классно. Ладно, и с другой стороны у нас что? У нас ножичек со сталью D2, ничего себе, D2 это очень даже прилично. Опять-таки, мультитул компактный, смотрим ногтем, что-нибудь надо поддеть? Да, ногтем мы поддеваем огромные ножницы, окей, это очень даже хорошо, и должен быть где-то, у нас должны быть где-то биты. Должны быть где-то биты, так, хочу чихнуть. Ой, прошу прощения, называется «Будьте здоровы». Что-то как-то лето, что-то, видимо, цветет, немножечко чихается. Хотя на аллергию вроде как и не жалуюсь. Слушайте, что за здесь штучка такая, какая-то странная, не могу понять. Открывается ли здесь что-то еще? А, вот. Вот оно есть, поддевается относительно легко. Слушайте, ох, острая, прям очень острая. Ну и, кстати, классно, на замочке. И эти у нас инструменты тоже на замочке. Молодцы. И само собой у нас есть еще и биты. Давайте тоже посмотрим прекрасно. Биту одеваем, битодержатель вот сюда, судя по всему. Так, ну-ка. И где, как? Почему? Вот, нет, одевается, все, есть. И, соответственно, набор основных каких-то бит, которые мы сюда одеваем и можем легко подкрутить. Слушайте, ну прикольно, учитывая, что компактно и довольно много функций, и основные биты здесь присутствуют. В общем и целом, интересно. Само собой, расскажу вам более подробно в видеообзоре. Сейчас у нас, давайте, а то я увлекся, уже чуть ли не видеообзор делаю. Распаковочка просто. Соответственно, смотрим, что нам предоставил здесь из новинок Феникс. Давайте посмотрим. И вот как это распаковать? Давайте с другой стороны. Вот так. Здесь. Ну и вот. Я, в смысле, к тому, что еле-еле подденешь. На самом деле, картонные коробки, они легко рвутся, что достаточно, ну, как сказать, можно, конечно, постараться по-всякому. Вот так. Что-то получается, но не совсем все это... Не совсем все запросто. Слушайте, вот эта упаковочка. Феникс периодически что-нибудь меняет в своих упаковках. И, в общем, ух ты, слушайте, я думал, он будет компактнее, но думал, будет тяжелее. А здесь он довольно-таки легкий и достаточно, ну, скажем так, больше, чем я ожидал по его габаритам. А если у меня где-нибудь... Есть неподалеку линеечка. Давайте сразу приложим. Ну, почти 13 сантиметров. Получается у меня так. И по ширине, ну, так это тоже как бы довольно-таки заметно. Интересно. Ой, зацепил. Хорошо. Тогда, получается, у нас здесь идет включение есть. Переключение режимов есть. Слушайте, а режимов-то очень много. Очень много, судя по всему. Ладно. Окей. Если подержать подольше. Если... Нет, если вот так подольше. Нет. А если... А как? Раз, два, нет. Долгое удержание тоже нет. Значит, с другой...
Подождите, ну вот же у нас есть дополнительная кнопка, которая переключает туда или сюда. Есть, ладно, это у нас тепленький, то был холодненький, судя по всему, один ближний будет, другой дальний, наверное. А ну-ка еще раз, а если вот так, то есть просто переключение. Ну ладно, окей. Боковая кнопка у нас включает красный свет. Окей, и лазерная указка. Тоже, кстати говоря, светит хорошо. Окей. И, наверное, все. А нет, у нас же еще есть вот такая кнопка с двумя, получается, режимами свечения. Когда у нас включается... Ух ты! Так, а строп? Каким образом строп? Вот так, видимо, двойным. Раз, два. И у нас строп. А если одинарным, то просто турборежим с двумя свечениями, и тогда ничего другого не реагирует, да? Окей. Или подача сигналов. Слушайте, ну необычно. Еще вот это, наверное, как-то включается. Каким-то, наверное, образом что-то здесь включается. Надо будет разобраться в инструкции. Есть порт USB Type-C. Ну, клипса и так можно сажать. Это прикольно. Что еще у нас? Слушайте, проводок. Это понятно. Ну и все, в принципе. А нет, еще вот темлячок. Еще темлячок, проводок и темлячок. Ну, окей. В принципе, многофункциональные фонари, они имеют право на жизнь, на удобство, на реальное использование. Вполне себе. И я считаю, что это тема интересная. А что у нас еще интересного? Это мультитул от компании Ganza. Новинка. Модель G305B. B означает Black. Бывает, кстати говоря, еще в версии не Black. Вот. Но, само собой, так как это новинка, и так как ганзовские тулы у меня уже много раз бывали, и практически все модели, вот, и кое-какие даже есть сейчас, вот, я не голословно говорю, сейчас покажу. Все ганзовские тулы показывать не буду, искать. Но вот, например, у меня есть G107, например, да, вот в коробочке лежит. Вот, ну, само собой, там есть те, которые лежат в рыболовных снастях и так далее. В общем, смысл в чем? Слушайте, ну, немножечко в масле. Очень-очень прикольно. Это напоминает мне, кого там, Leatherman Mood, да, что-то вот такое по своему конструктиву, как будто бы это больше похоже на Leatherman. Соответственно, у меня такое вот впечатление прикольное. Здесь тоже, как у Лезермана, соответственно, открывается аналогичным образом на замочке. Здесь тоже очень похоже. Так, окей, основной клинок. Ну, слушайте, ну это прям вот лезермановская тема. Супер похож, учитывая, что у меня есть Лезерман и бывали многие из них, есть, фиксируется. Вот, то, само собой, я прям вот вижу, прослеживаю. Да, слушайте, даже ножнички. Но это прям, вот, прям копия Лезермана. Ух ты, а вот тут есть. И, нет, а что такое? А что такое? Как этим пользоваться? Почему? Может быть, надо что-то доразложить куда-то, досложить. Куда-то что-то как-то. Так. Так. Пока не пойму. А вам тоже не видно, да? А я не вижу, как пользоваться ножничками. Не пойму. Ну-ка, разбираемся. Короче говоря, даже поставив видео на паузу, на небольшую, ну, то буквально минутку, я как и не посмотрел, не знаю. Вот оно как-то вот так, конечно, пользоваться как-то этим можно, но вот не понимаю, как будто бы они должны вот так отскакивать сразу, а здесь эта пружина почему-то, ну, не так работает. Не знаю, у всех ли так. Это немножечко как-то печалит, пока по первому впечатлению. Ладно, окей, смотрим, что еще. Ну, в общем и целом, да, стандартный набор инструментов. Есть тут для зачистки проводов штуковина. Вот, да, инструменты тоже, получается, фиксируются, что очень даже хорошо. И с этой стороны у нас ничего такого, да? Ну, окей. С этой стороны ничего такого, но основные все инструменты присутствуют. И вот эта часть используется как битодержатель в случае чего. Давайте какую-нибудь биту возьмем, проверим. У нас вот так, как битодержатель, биты упали, как битодержатель. Вот так вот, соответственно, можно покрутить что-то. Можно вот сюда, видимо, вставить как-то, да. И вот так даже что-то подкрутить. Тоже, по всей видимости, можно. Окей. Ну, в общем и целом, смысл в том, что в любом случае получился такой новый, достаточно брутальный.
под ним убиты. Соответственно, тул. Необычный, интересный. Мне по первому впечатлению понравился. Единственное, что не совсем я пока понял, что с ножницами. Почему у них все так, ну, скажем так, не совсем прям удобно. Вот. В остальном же тул очень даже серьезный. Ну и само собой, вот эта часть может использоваться как там какой-то молоток, то есть что-то подстучать, что-то подбить. То есть дополнительная такая вот система, даже там что-то можно там подзабить, судя по всему, вот, ну и на карабине подвесить. В общем и целом, прикольная тема от Ганза, новый тул. Ладно, видео и так получилось достаточно большим для распаковки. Давайте я составлю свои впечатления, попробую что-то как-то вам рассказать более подробно. Кстати, да, вот здесь показано об этом. И, само собой, поделиться с вами впечатлением, мнением. Вы уже сделаете вывод, насколько те или иные новинки интересны лично для вас. Большое спасибо всем, кто поддерживает своими лайками. Всем огромной удачи, всем счастливо и пока.